Всем привет! Меня зовут Владимир, и сегодня у нас очень интересный и немного необычный обзор. Поговорим про плагин Classic Monks. Это такой must-have плагин для WordPress, который обещает заменить десятки отдельных плагинов, ускорить настройку новых проектов и вообще перестать превращать админку в свалку. Если вы делаете сайты WordPress как фрилансер, или работаете в агентстве, или у вас собственный агент, и штампуете проекты, или просто устали от 30-50 плагинов на каждом сайте, их конфликтов, подписок и вечной рутины, то это видео как раз для вас. Ролик постараюсь сделать не очень длинным, но подробным. Я вкратце пройдусь по функционалу, как выглядит рабочий процесс и на живом сайте. Что здесь важно? То есть этот плагин заменяет большинство плагинов и делает настройки таких основных характеристик, то есть расширенных менеджеров плагинов, статуса и обслуживания, аватаров и тому подобного. Очень много функционала по производительности плагина, такие как ленивые загрузки, менеджер по активам, категории медиа, замена носителей и тому подобного. Всем, кому выгодно, конечно же, это для WooCommerce, в том числе расширение для купонов, такие, к примеру, скидки как Богу и тому подобное. То есть реально этот плагин заменит вам большинство. Ну и, естественно, наш любимый Bricks, строитель кирпичей, начиная от быстрых настроек помощи и включая новых элементов и так далее, в том числе модификации конструктора. Мы коротко разберем, какую проблему решает Classic Monks, посмотрим, как он устроен концептуально, разберем плагин непосредственно по быстрым настройкам и пройдемся по самим настройкам непосредственно на WordPress на сайте. Разберем ключевые блоки, такие как производительность, безопасность, управление плагинами, полезные мелочи и фичи. Также посмотрим возможности WooCommerce и Bricks Builder. Ну и в конце, естественно, обсудим, кому он нужен, кому нет, и стоит ли пользоваться данным плагином. Если посмотреть на его сайте, то здесь очень много функционала, который он пытается озвучить. То есть это все, что связано с настройками домашней страницы, видимость в поисковых системах, очистка и оптимизация, панели управления и интерфейсом, настройки медиа и массовая установка плагинов и тем. То есть все мы сталкиваемся с тем, что иногда приходится по очереди устанавливать. Ну, на дворе 2025 год, а WordPress еще остается в 80-х, и невозможно установить сразу несколько плагинов. Ну и вот подобные расширения, они заменяют нам. Ну что, здесь, конечно, читать много что есть, мы это читать не будем. Ну, давайте, может, покажу в конце. По функциональности, что здесь есть. На самом деле функций очень много, и сложно их все перечислить. Ну, все мы перечислять не будем, нам нет смысла. Может быть, что-то я могу и забыть, вы можете посмотреть это сами. Очень много элементов, начиная там галереи зум, вложенная галерея, запроса, курсор и тому подобное. То есть это нужно, конечно, разбираться. Вложенный слайдер – это у нас все, что связано с кирпичами. Это дополнительные элементы, которые он добавляет. Ну, естественно, есть, как я говорил, первичная настройка Bricks, ну и куча элементов, уведомления, нравится, не нравятся кнопки, если вы хотите у себя поставить на сайте, к примеру, постов, либо у каких-то товаров, отображение, разделение текста и изображений, падающие элементы, классические образцы, немедленный текст. Нажмите, чтобы скопировать, если у вас, к примеру, там промокод, чтобы люди не копировали, процент скидки.
API веб-обмена, пока не пойму, что единственное, что здесь, конечно, не хватает. У нас не хватает здесь каких-то визуализаций и перевод еще тут еще. Конечно, лучше это оставить на английском, больше будем понимать. Обзоры WooCommerce, ну, меня очень часто просят, чтобы я показывал на русском максимально, чтобы было удобнее, не все хотят и понимают английский и так далее. Функционала, как видите, очень-очень много. Мы перейдем к этому дальше. Помимо у него всех функций есть динамические данные. К примеру, классы пунктов меню, URL пункта меню можно выводить в виде динамических данных, чего в Brix на сегодняшний день название пункта меню. Если вы хотите вывести через лук меню, то, пожалуйста, оно есть. Ну, количество желаний – это, скорее всего, все, что у нас с виш-листом связано. Объект пункта меню, все, что галереи изображений, альты и тому подобного. Счетчик циклов, тоже очень полезная фича. Количество комментариев авторов, ну, те, которые делают блог, посты, альты изображения, чтобы они выводились динамически и тому подобное. Итого в корзине. Ну, это относится тоже к WooCommerce, но это все динамика связана с Бриксом. Условия, допустим, количество, чтобы вы могли делать определенные условия дней с момента обновления, количество ссылок, количество изображений, тип посетителя, уровни пользователя. То есть вы можете устраивать определенные условия под них. Иерархически является либо публичным, количество товаров в корзине и тому подобного. Ну и есть модификации строителя, к примеру. Вот это интересно, перенести панель инструмента кирпичей вниз. Ну, скорее всего, многие насмотрелись Edge, ну и стали под него это делать. Ну да, интересная фича. Улучшенная подсветка активных элементов, значки элементов. Ну, дополнительно, конечно, не хватает еще некоторых функций, нужно будет попросить добавить их в будущем. И можно отказаться еще и от Advanced Zemmer, который стал на сегодняшний день довольно тяжелым. Оптимизация. То есть, к примеру, отключить CSS на страницах там, где нету Брикса. И там отключить JS интерфейс Brix на страницах, и там, где нету Brix, и тому подобное. Основные настройки тут очень-очень много, то есть да, те же загрузчики файлов zip, в том числе и темы можно, не только плагины загружать массово, но и можно загружать темы. Все, что с урлами тут связано, количество слов и тому подобное. Давайте это уже перейдем уже непосредственно на сайт с WordPress, и там уже это посмотрим. Подождите, тут вкладка WooCommerce, отображение статуса WooCommerce, образцы продукции. Не понимаю, что значит. Все, я понимаю. Атрибуты продукта преобразуются визуальные цвета, такие как изображения, этикетки и так далее. Это делается с помощью плагинов. Ну, здесь, как видите, это все решается. В Brix, конечно, тоже это добавили. Ну, мне интересно будет посмотреть, как это можно будет связать. Показывать образцы на страницах товаров. Связано, что с одним товаром, удалить ссылку, очистить вариацию. Ну, купоны, включить URL купоны, как правило, это в большинстве случаев у платных плагинов, чтобы применялись купоны непосредственно через URL. Приложение Богу тоже большинство это платных плагинов. Включить максимальную скидку для купонов. Включить купоны для новых клиентов, недавно тоже решал эту задачу. И включить ограничение купонов для ролей пользователей. Все, что с заказами связано, оптимизацией, перенаправление, это еще идет производительность, как я вижу. Как видите, здесь все еще не заканчивается. Безопасность и тому подобное. Да. Advanced Zemmer со своей кучей настроек, мне кажется, начинают курить в сторонке, потому что здесь функционала и
преимуществ не только связано с Бриксом, то, как я вижу, значительно больше. И посмотрим, я очень-очень надеюсь, что будет еще возможность импорта и экспорта настроек. Да, и это еще все не заканчивается. Вкладка «Параметры» и так далее. Да, более 265 на сегодняшний день функций заявлено на сайте. Ну и дорожная карта. Что вот сейчас в прогрессе? Это с помощью ИИ генерируются тексты по изображениям. То, что это уже сейчас в стадии производства. Ну и очень полезная фича, на которую я очень жду, это SMS плюс email при получении регистрации в Бриксе, WordPress будет поддерживать и логин через имейлы. Это классная штука. Что здесь еще интересного? Планируется с помощью нативного и генерировать контент. Ну, интересно будет на это посмотреть, и какими блоками, как это все будет выглядеть. Свои легкие кастомные поля, функции, WordPress навигации, ну, скорее всего, будет всплывать по центру баннер и так далее. Ну, и можно быстро переходить к каким-то функциям и тому подобное. Ну и в будущем будет фидбэк и комментарии, похожие на как в Figma и тому подобного. Ну и запрос, то, что был, это самохост Google Аналитики, ну, чтобы она весила меньше. Ну, давайте перейдем на сайт, я уже его установил. Вот мы сейчас в настройках, больше я ничего не делал, только он открылся. Как вы видите, здесь две вкладки. И здесь есть быстрая настройка WordPress и Self-Host, как я уже говорил, в Google Аналитике. Плюс он же здесь можно ввести просто свой Google ID, трек ID. И здесь выбрать, хотите ли вы его минимальный, который грузится практически моментально 1,4 килобайта, ну и либо полноценный более 90 килобайт, и от этого есть минус. И плюс большое спасибо вот за эту фичу, даже у многих плагинов SEO отсутствует возможность отключить залогиненных админов, то есть не отслеживать. Это огромный плюс. Спасибо большое. Давайте пройдемся, посмотрим, что он здесь нам дает. Для быстрого настроек, да, классно, супер, чтобы не бегать по всем вкладкам WordPress. То есть это можно все сделать здесь. Заголовок, установить логотип, сразу установить фабрикон, все в одном месте. Ой, это супер. Выбрать языки, первый день недели, установить таймзону. Здесь кто может регистрироваться сразу, установить плагины и темы. Ну, к примеру, можно ли это будет... Да, супер, это можно будет делать глобально. Давайте еще какой-нибудь. Ого. Круто. То есть вам не нужно бегать по всем параметрам. Это, это крутая фича. То есть вы сразу же накидали темы, накидали плагины, и у вас все готово. И здесь вы можете выбрать ту тему, которая автоматически будет активирована. Да, здесь нет возможности подгрузить кастомный, но опять же то, что мы ставим постоянно из WordPress, это можно сделать. Настройки домашней страницы. Давайте я вам увеличу. Ух. Я не знаю, это станет вам еще больше, наверное. Я вам постарался увеличить просто экран. Я думаю, что вам так будет видно. Дальше настройки видимости, то есть отключить индекс, установить структуру. Блин, это прям, ну, ребят, это находка, честно говоря, этого плагина. Я уже его люблю, хотя еще дальше не перешел. Да, у меня восторженные эмоции, потому что я давно хотел что-то себе подобное, потому что это сложно, приходится... Я в основном это решаю с помощью VPK скриптов, но опять же, видите, иногда это удобно
Если это еще где-то уже развернут, быстро пройтись по настройкам, даже те, которые уже настроены. Отключить комментарии, создать важные страницы, сервисы, блог, фак, create фак. Ну, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, то, что не нужно, чтобы у меня сейчас ничего не сломалось. Отключу вот это, отключу вот это, так как у меня все выключено. Пусть это останется здесь. Я удалю плагины, чтобы он их не ставил. Хотя давайте поставим какой-нибудь плагин, который у меня здесь не стоит. Ну, к примеру, чтобы поставить простое. Я даже не помню. Ну, из важного... Ну, давайте, допустим, Advanced. Дата. Поставим это, к примеру. Темы я трогать не буду, потому что у меня уже установлен здесь BDX и тестовая. Homepage не буду ставить, About Us не буду, у меня это все есть. Блок есть, Privacy Policy есть, ну, фака нет у меня, посмотрим, как он создаст. Это мы пока уберем. Почистить наконец-то Hello World, удалить базовую страницу, переименовать Uncategorized в General. Было бы еще возможность здесь еще переименовать. Нужно написать дорожную карту, потому что это было бы супер, если бы здесь можно было еще написать собственное имя для удобства. Удалить дефолтные плагины, удалить неиспользованные темы. Ну, пока это я не буду делать. И remove для безопасности readme HTML. Да, это можно сделать. Отключить Turnbull Says, отключить папки to uploads. Ну, то, что я вам говорил недавно, то, что это я это все делаю через VP-Client, здесь можно это тоже все сделать, и это супер. Отключить аватары. Ну, они у меня отключены, ну, пусть еще дашборд интерфейс, disable screen option widget, отключить страницы виджетов, паттерны и welcome гиды. Ну, давайте запустим, посмотрим, как это все сработает. Главное сейчас, чтобы сайт ввалился в 500-ю ошибку. Я не помню, что включил. Давайте перезагрузим страницу. И мы, в принципе, не бегая по всем страницам и неудобным это, то есть это, по идее, должно было быть еще в WordPress лет 5 назад, чтобы мы пошагово после установки могли это все настроить. И, как видите, она уже недоступна. Он писал мне, что нужно сохранить. То есть, в принципе, мы уже прошлись. Окей, то есть мы дважды уже это невозможно сделать. Интересно, давайте посмотрим, установил он ли плагины. Открою наш таб. И я, по-моему, просил установить Advanced. Да, вот он, датабаза, Cleaner, и он его активировал. Ну, давайте его активируем, вернемся назад. И перейдем дальше. Я чувствую, что видео будет у нас довольно длинное. Так, теперь файл download. То есть вы можете загрузить плагины zip, а это вы можете скачать непосредственно с админки сразу плагины, если вам необходимо. Открывается вот такой download плагин. Ну, давайте плагин. Ну, к примеру, возьмем вот этот. Окей. И по идее он должен нам скачать. И что происходит? Ничего. Я должен указать URL, по которому он даст мне возможность скачать. Я понял. То есть это все возможно. Нам нужно просто прописать URL сюда. Окей, да, здесь написано
Ну, для безопасности. Окей, хорошо, нам пока это не надо. Также это можно сделать с темой. Тоже удобно, полезно, ну, не часто функционирует. Ну, да, везде есть подсказки при наведении, и здесь это все можно прочитать. Давайте вернемся к контенту, что у нас здесь. О, супер! Это, как правило, либо пользуют многие сокращатель ссылок и отслеживание на большинстве плагинов. Да, и в том числе и с паролем. Классно, и временем использования. Я так понимаю, он добавит нам какой-то функционал. Давайте пока включим, потом его посмотрим, потому что он настраивается вот здесь слева, указан значок, да. Он будет короткий ссылок, нужно перезагрузить страницу. Давайте дальше все включим. Глобальный редирект, если вам нужен, чтобы все страницы редиректорили на 404, на главную страницу все 404 ошибки делали на главную. Ну и это есть во многих плагинах SEO, но опять же тоже полезно. Не во всех это есть, вдруг вы хотите использовать самостоятельно. Тоже классно. Включить фидбэк. Я так понимаю, он будет использоваться по шорт-коду, вы можете его включить, добавить с иконкой, либо он может работать постоянно и, скорее всего, где-нибудь сбоку, либо снизу. Сейчас давайте посмотрим, на каких страницах, и вы можете оставить фидбэк, то есть вам нравится, либо не нравится, и написать свое уведомление, перевести на свой язык, как вам удобно. Используйте иконку для кнопки и так далее. И где он будет работать. Ну, давайте пока просто включим. Показывать он выбранный селектор на этих постах, то есть на тех, которые мы выбрали. Отлично. Фидбэк тема, и есть их несколько: дефолтный, light, dark, минимальный. Я не буду это показывать каждую деталь, потому что мы только пока на коре, а там, я понимаю, у нас 265 вариантов, мы все не посмотрим. И где оно будет, по центру, слева, справа и так далее. Ну, давайте пусть будет слева. Можно включить дубликатор контента, ну, это есть и в плагинах, в коде, и как угодно, и что вы можете дублировать, если хотите. Ну, я это включать сейчас не буду. Опа, на это большое спасибо. Вы можете управлять его месторасположением, то есть передвигать и так далее. Допустим, я хочу это записи, страницы, товары двигать, и это изменять их положение. Это очень нужная и важная штука. Жалко, что здесь нету таксономии. Да, drag and drop, вы можете передвигать их. Супер, отлично. Вот это отличный вариант, когда вам нужно включить публичную ссылку, показать пост, пока он еще не опубликован, допустим, с тем же автором, либо кому-то. Вы можете, если хотите, поставить пароль, можно без пароля и поделиться ссылкой, которая еще в черновике тех, кто не залогинен и никогда не были и так далее. Это тоже большое спасибо, это прям великолепная фича. Я думаю, что после сегодняшнего обзора можно выкинуть ASEAN на свалку, и скорее всего, еще можно будет избавиться от Advanced Xamarin и других еще куча плагинов, которые мы ставим. Кастомные колонки, вот это спасибо. То есть мы, по идее, можем добавлять кастомные еще колонки, то есть его расположить. То есть темплейты, избранные изображения. Да, на посттайпы мы можем еще добавить дополнительные колонки. Жалко, что здесь нету возможности. Вот мы можем таксономии включить, тоже супер. Slack, если вам нужно отображать, время чтения, количество слов, автор, роль, ID, если вам нужно, и так далее. Давайте что-нибудь включим, остальное оставим
Жалко, что здесь нету возможности еще видеть через ECF, возможности вывести какие-то поля, которые мы тоже добавляем. Post Type Switcher, он массово дает возможность переключать типы постов. Пока не пойму. Таксономия свитчера, скорее всего, просто менять всем это. Массово заменять таксономии термин от одной таксономии с помощью экрана и массово редактировать. Ну, посмотрим, что это такое. Выглядит интересно. Conditional menu items. Да, здесь не хватает каких-нибудь в всплывашках. Если были бы какие-то еще скриншоты короткие, либо гиф-анимации, то было бы значительно понятнее. Conditional menu items. Отображение для определенных ролей, девайсов и контекста. То есть мы можем скрывать, показывать какие-то с помощью кондишенов. То есть page контекст, ну, супер. Либо зависит от устройства, давать какие-то в меню айтемы, какие-то показывать, какие-то не показывать. То есть часть не создавать кучу меню, а, допустим, на мобильных устройствах скрывать определенные меню, пункты меню. Блин, круто. Нигде такого не видел, даже об этом, честно говоря, никогда не думал. Ну, мы все привыкли, создаем разные меню и все. Но управлять этим потом тяжело, нужно в каждое меню потом заходить и добавлять. Тут это можно просто добавить логику. Обязательно посмотрим. Автофичер изображения. Это добавляет первое изображение, которое есть в посте. Вы если добавили, забыли его добавить, изменно он его добавит, если вы его вручную не установили. Тоже спасибо. Очень часто бывает забывают большинство те же писатели. Это вам поможет. Кастомные таксономии, фильтры, включение кастомных фильтров таксономии, то есть можно их фильтровать в админ панели, тоже спасибо, очень нужно, потому что без этого, то есть либо мы их выводили, либо не могли их фильтровать по ним, то есть через дропдаун они появятся сверху в окошке. Теги без запятой и с шорт-кода можно будет выводить шорт-код в лупе, на странице и так далее. Ну, тоже спасибо, удобно, кому-то нужно, я не использую теги и так далее. RankMass Meta Expert шорт-код можно включить, кто использует RankMass. Изменить тайм-формат с 24 часов на 12-часовой, кому это нужно. Включить валютный конвертер. И здесь указаны, какие валюты поддерживаются, и курс его, и использовать, выводить его с помощью шорт-кода. Блин, это круто. Да, еще минус многие плагины, и на самом деле даже это ставить не нужно. Отключение запланированных удалений. Надо читать документацию, но здесь коротко. На самом деле пока не понял. Отключение автора, редактирование автора, отключение линк. Это я не включал, оно работает. Отключить линк в комментариях, чтобы нельзя было добавлять ссылки, и автолинкинг. Да, перелинковку. Поддержка HTML5 в комментариях. И allow duplicate contents. Разрешить юзерам поддерживать несколько комментариев этого поста. Если, например, у вас похожий комментарий, чтобы он вас, как вы знаете, блокирует, одинаковый дубликат
повторные комментарии. Здесь это можно разблокировать, дать разрешение по умолчанию. По SEO включить статус, чтобы он отображался, к примеру. Visible status. Enable switch visible status. Автоматически from indexing to match. Так, ладно, с этим мы разберемся, иначе будет много у нас. Он, скорее всего, вот здесь нам будет отображать статус, видимость по SEO. Добавить nofollow до всех внешних ссылок, включить nofollow для определенных постов. То есть, если вам нужно, допустим, какие-то посты, чтобы они были с nofollow, то это тоже вы можете включить. Исключить noindex post из результатов поиска. И отключить базовый sitemap, который WordPress генерирует уже начиная там с какого-то года, я не помню, но он работает очень плохо. Как правило, когда мы ставим плагин, они его отключают, и либо у них есть там функция отключить, и они заменяют свои. Ну, давайте сохраним. Он нам добавит там кучу функционала, по идее. Нужно перезагружать страницу. Минус то, что страница, видите, не перезагружается сама. Нужно ее перезагрузить, чтобы видеть настройки. Ну, ладно, то есть тут уже API есть. Так, он нам это все повключал. Вот он, появились короткие ссылки у нас. Ну, к этому мы вернемся. Здесь Gutenberg. Отключить Gutenberg Editor, деактивировать блок директории, деактивировать коды-блок паттерны, если вы ими не пользуете. Ну, я, к примеру, на этом сайте его не использую, и здесь можно, допустим, его отключить для всех страниц. Это однозначно, для всех товаров тем более, потому что все сделано с помощью товаров, шаблонов и так далее. Ну, также можно отключить все стили Gutenberg блоков. Ну, и здесь можно отключить для тех, которые выбраны, либо которых не выбраны. Отключить Gutenberg для виджетов. Многие ставят до сих пор еще плагин на отключение виджетов, либо кодом. Деактивировать template editor тоже нужно. И отключить try Gutenberg навигацию. Ну, это супер, особенно для Brix, это необходимо. Так. Опять нужно перезагружать страницу. Ну, было бы хорошо, чтобы там, где это нужно, он нам перезагружал страницу. Потому что, все равно нужно будет нажать на эту кнопку. Не знаю, почему это не сделано не сразу. Но это я придираюсь. Так, по пользователю включить можно будет у админа разные роли, чтобы переключаться в админ-баре вот здесь, я так понимаю. То есть, если вам... Это тоже очень удобная фича, если вы хотите посмотреть, там, что видите под ролью, там, допустим, менеджера магазина, либо пользователя, то достаточно будет переключиться и увидеть. Можно переключаться между юзерами. Да, тоже удобно переключиться на другой аккаунт и посмотреть в один клик. Тоже супер. Отключить все аватары. Я их отключаю. Отключить аватары. И включить локальные юзер-аватары, чтобы загрузить свою картинку. Тоже большой плюс, чем вот это все грузится. Показывать, когда последний раз логинился пользователь. Ну, это у большинства плагинов, того же ACE есть. Дату регистрации тоже удобная штука. Ну, и можете включить, изменять имя пользователя. Это здорово, не всегда это нужно, то есть, в принципе, можно будет дать возможность пользователя менять свой юзернейм. Да, опять нужно будет перезагружать. Давайте перезагрузимся, перейдем в плагины. Да, уже 35 минут, а мы только на коре. Я думаю, что я, скорее всего, разобью это видео на несколько частей, потому что иначе это будет очень-очень долго. Показывать все активные плагины наверху, отключить автоматическое обновление плагинов,
Ну, это я делаю кодом, ну, включить плагин статус, показывать в админке то, что на обслуживание. Было бы еще здорово, чтобы можно было редактировать собственную страничку обслуживания. Включить Advanced Plugin Manager, то есть устанавливать плагины можно теперь через URL, если у вас есть URL, включить локальные плагины, upload, загрузку, включить приватные из своего репозитория. Это круто. К примеру, здесь уже есть интеграция с Google Drive. Если у вас уже есть свой репозиторий, через API вы можете сделать настройки и автоматически, то есть со своего репозитория забирать плагины, один раз подключив, то есть переносив всю настройку всего этого. Он подключен у вас там в Google в вашем драйве, и оттуда все устанавливаете плагины, не надо их искать по папкам и ставить. Ну и массовая установка. Давайте это тоже включим. Так. Здесь готово. Давайте перейдем в логи. Включить логин 404, включить битые ссылки отображения, тоже полезная функция. Включить редиректы и включить поисковые логины и включить WP дебаггинг логи. Ну, давайте посмотрим, что это. Дебагинг точно однозначно не стоит включать. Да, он добавит WP-дебаг, WP-дебаг лог включением. То есть это, если это вам необходимо. Мне интересно, он добавит здесь эту возможность отсюда просматривать, либо это нужно будет лезть в код. Отслеживание веб-сайт, история заходов через поиск и так далее. Появится субменю с редиректами. Окей, хорошо. Это мы все сохраним. Что у нас произошло? Давайте я перезагружу страницу. Скорее всего, просто я не успел ее перезагрузить. Да, добавились вон плагин менеджер, к этому мы перейдем. Либо давайте сразу перейдем туда, перейдем в логи, потом вернемся уже сюда. Да, как я говорил, все можно просматривать здесь. Это 404 логи, общий обзор и настройки, какое количество вы можете их хранить, создать паттерны, какие не должны фиксироваться, ну, к примеру, у того же VP и так далее. Тоже очень удобно. Исключить бот-трафик, это прям очень важно, потому что они создают очень большое количество 404 ошибок, и зря вы будете столько тратить на это время. И здесь указаны юзеры, которых вы можете перечислить. Либо добавить какие-то дополнительно, либо оставить юзер-агентов, которые вам нужно. И дополнительные юзер-агенты в исключение. Это те, которые должны работать, и против тех, которые нужно исключать. Ну и IP-адреса для исключения. Ну, нету у многих плагинов, того же для SEO, у прессы такого функционала нету, да, просто включается логирование. Вот эти функции прям, ну, спасибо, блин. Еще он, конечно же, к сожалению, не заменит полностью SEO плагин, но многие функционалы он им расширит. Битые ссылки можно запустить сканирование, я сейчас запускать не буду. Все ссылки, какие есть, и в том числе настройки ссылок, и можно включить автоматическое сканирование. У того же SEO Press это есть, но я так помню, по-моему, платной версии только и так далее. Редиректы все, 301, 302, все какие есть, в том числе с настройками логирования. И подождите, здесь, наверное, я могу их создавать. Да, вы можете их создавать. И в том числе выбирать, откуда и куда, то есть использовать здесь. Ну, скорее всего, они пишутся в базу данных, не всегда это хорошо. Лучше, если у вас, ну, если их много,
то могут быть какие-то нагрузки. Ну, лучше, чтобы у вас не было большого количества редиректов. Логи поиска, search logs, в том числе настройки логов, сколько их хранить. Ну и дебаг. Вот он файлик, то есть сразу создается путь, вы можете его отсюда скопировать. И вот он. Да, я здесь не могу редактировать. Ну, это нужно добавить. Нет, это нужно самим добавить в конфиг, чтобы это все начало работать здесь. Он сам этого не может делать, и это правильно. Debug logs и не включено все, и вот он нам дает уведомление, что-то у нас включено. И, кстати, здесь, да, можно просматривать этот дебаг-лог прямо отсюда со всеми ошибками. Жалко, здесь нету фильтров. Ну, наверное, ну, все равно. Ну, и создать свой путь, где будут храниться дебагинги, в отличие от базового, который есть. Окей, давайте вернемся к плагину менеджеров. Да, спасибо, классно, удобно, полезно, очень-очень полезно. Это прям реально швейцарский нож. Сколько вот было плагинов, которые заявляли, что они являются швейцарским ножом для WordPress, ну, они даже близко не стоят. Но и здесь, как видите, здесь можно массово загружать плагины. То есть можно перекинуть сюда пачку плагинов. Нет, по очереди сюда перекидывать через zip-архивы. Максимум 512. Здесь написано, как это все работает. Ну и история ваших установок. Вы можете устанавливать через узлы, в том числе и массово перечислить, если много узлов, чтобы не вставлять. И все будет работать. Ну, соответственно, если у вас здесь очень маленькое количество времени выполнения скрипта, то большое количество оно, наверное, не сработает. Ну и включена автоматическая активация, как вы видите. То есть можно их перечислить. И вот он показывает, как они работают, если через, к примеру, очень хорошо, если вам платные плагины дают в таком формате с последней стабильной версией, и вам не нужно постоянно их скачивать, обновлять, либо копировать URL, вы просто берете его последнюю стабильную версию, просто знаете этого плагина, вставляете сюда, и он всегда вам актуально скачает прям тот, который вам нужен. Бывает еще с ключами указано, чтобы у вас была возможность скачивать. Тоже, в принципе, это будет работать. И массово загрузить. Ну и история, соответственно. Приватные плагины, которые я говорил, вы можете интегрировать с Google Drive, в том числе супер, это не просто, вы еще можете их обновлять прямо на всех сайтах. То есть вы загрузили в свой плагин новую версию. Да. То есть вы назвали его так, потом добавили еще какие-то и включаете настройки автоматически, допустим, обновление, он на всех ваших сайтах это все обновит. И вы можете выбрать, когда это нужно, как часто это обновлять. И вот здесь указана логика нейминга, как это должно работать. Да, очень удобно, иногда очень полезно. Собственные плагины какие-то вам нужно обновить или платные, чтобы не заходить на каждый сайт, не скачивать, то все это можно сделать. Ну, либо зашли, и здесь, я так понимаю, это репозиторий, будете видеть все плагины, и будет кнопочка их установить. Ну и здесь вот как настраивать вся информация, как настраивать по API и тому подобное. Ну и массовая установка плагинов через WordPress.org. Ну, либо вы просто выбрали плагины и темы и установили массово, глобально. А вот здесь вы можете глобально загрузить сразу несколько плагинов. Ну, давайте сейчас я просто, к примеру, посмотрю. Мне просто было интересно, Да, у меня тут куча всего. Могу ли я сразу, к примеру, установить 2 плагина? Ну, давайте мы возьмем вот это.
Да, супер. Вы грузите сразу 2 плагина. Ну, они у меня есть на этом сайте, поэтому ошибка и вышла. Да. Installation файл, потому что они у меня уже есть. Я их сегодня на этот сайт устанавливал. Ну-ка, интересно, что у нас в истории будет. Но факт остается факт, что есть два... Вы можете массово всю папку взять и установить. Да, он написан, что не установлен, потому что, скорее всего, у меня этот плагин просто установлен. Ну, давайте, либо это баг. Давайте для честности посмотрим какой-нибудь еще плагин, который у меня... Вот, есть еще плагин один. И посмотрим, он становится его. Нет, я его, по-моему, сюда не устанавливал. Момент истины. Жалко, нет фанфар. Ну-ка. Браво! Готово. Плагин установлен, да. Те у меня просто эти были, поэтому вы сможете смело, спокойно устанавливать массовые плагины, а здесь вы можете их искать через репозиторий и добавлять сразу же. Ну, супер, здорово, удобно, согласен. Итак, короткие ссылки. Тоже это кто-то пользуется сервисом, кто-то плагинами. Большинство из них платные, либо дают минимальный функционал. И здесь вы можете создавать свои ссылки короткие. Ну, давайте создадим. Откуда URL. После него должен, к примеру, там префикс быть, ну, правильно. Ну, и написать Slack, какой редирект он дает. Это nofollow, либо спонсор. И параметры перенаправления, то есть все остальные параметры должен сохранять. Если вам нужно пароль, то можете задать пароль, чтобы по этой ссылке был. Сколько максимум кликов по нему может быть, после чего отключено отслеживание трекинга. И вы можете создать даже QR-код для этой ссылки. Тоже здорово. Ну, я это создавать не буду, иначе будет много времени. Здесь вы будете видеть все ссылки, я так понимаю, ваши. Вы можете массово их экспортнуть, очистить и так далее. Импорт-экспорт тоже возможен. Чем отличается экспорт здесь от экспорта здесь? Я не знаю, скорее всего, то же самое, кому так удобно. И он вам перенесет все ссылки в экспорте. Тоже удобно. Настройки дополнительно. Вы можете переименовать префикс как угодно. Вот так у вас будет выглядеть ваша короткая ссылка. И вы можете добавлять, я так понимаю, сколько угодно префиксов и использовать. Аналитики вы можете включать, фильтр бот-клик, фильтровать клики от ботов и анонимизировать информацию по кликам. Ну, заморочились, супер, молодцы. И вот генератор QR-кода, и кто будет обрабатывать. Вы можете локально, если у вас сервер позволяет, либо внешний сервис GoQRMe. Ну и роли, кто может это делать. Да, супер. Вот здесь нету подсказки. И здесь нету подсказки. Видимо, еще не везде нету подсказок. Ну, это мелочи, ну, супер, честно говоря. Overview, да, это здесь общая картина, дашборд. И здесь будет аналитика по вашим ссылкам, кто будет переходить, сколько, как, какие клики, топ кликов и тому подобного. Там видели, еще не сказал, что можно будет возможность устанавливать определенное количество действий по времени и по действию, количеству кликов. Итак, давайте перейдем дальше. Перейдем в перформанс, оптимизацию. И здесь что у нас есть?
WordPress оптимизация первый идет. Все ссылки редиректить на HTTPS, включить классические виджеты, если вам нужны, а не Гутенберг, заменить их. Отключить год, месяц папку, которую я вам говорил для аплода. Отключить при загрузке изображений, это прям, мне не нравятся такие урлы, это прям очень-очень некрасиво. Отключить все обновления, отключить комментарии, отключить поисковую функциональность, отключить комментарии, отключить эмоджи, дэш-иконы, встраиваемые, XML-RPC для безопасности и скорости, если вы не используете. jQuery Migrate, устаревшая версия, которая использовалась там ранним WordPress, RSD-линки можно смело отключать. Мало кто сейчас RSD пользуется. Отключить короткий линк, RSFeed. Это все можно смело отключать. Pingback тоже оповещать другие блоки. Никто этого не делает. Отключить REST API линк, если вы не используете для безопасности, тоже большой плюс. Отключить Google Maps, шрифты, отключить WordPress библиотеку шрифтов, отключить maintenance сообщения, и интересно, что туда будет выводиться. Отключить по умолчанию, и, я так понимаю, будет заменено другое. То есть где-то будет настройка, надо будет посмотреть. Тоже полезная штука. Отключить responsive image создания и так далее. Я это сейчас нажимать не буду. Хотя, видите, он мне все сохраняет, поэтому нужно страницу перезагружать. Ага, да, видите. Ладно, перезагрузим страницу, пусть я пока это включил. Сердцебиение, для ускорения работы сайта, допустим, после Vision на 5 пусть будет, либо вообще можно, пусть будет на 5. Лимит ревизии постов, а так максимум может 1 либо 2. Либо вообще можете отключить. Автосейв можно отключить, пусть раз в 5 минут. Отключить при включении только при разрешать сердцебиение только при редактировании постов страниц. И здесь можно смело 60 секунд. Вы только плюс сделаете для своего сайта меньше нагрузки. Замена изображений. Можно включить замену изображения, чтобы, если вы хотите, у вас одно изображение расположено во многих страницах сайта, и вы хотите его заменить, не заходя на каждую страницу, вы называете его одинаково, заменяете его в библиотеке, и он его заменяет вам везде, все URL. Это большой плюс, не надо будет заходить на каждую и выбирать изображение и так далее. Это тоже большой плюс. То есть он его создаст с тем же ID и названием, а у него он заменит все изображение. То есть у вас, если там на 20 страницах вам нужно было заменить логотип, и он у вас не глобальный, то это тоже плюс. Включить категории, то есть, я так понимаю, это тоже можно будет избавиться от плагина создание категории для изображений. Давайте посмотрим. Media List View Default по умолчанию. Бесконечный скролл можно включить, чтобы без кнопки, листая вниз в медиатеке, включить Media дубликатор. То есть можно дублировать изображение. И массовое причем. Не знаю, какое применение, хотя, может быть, что-то и было, я просто этим не пользовался, потому что знаю, что нельзя. Включить загрузку массовая и размер по умолчанию, чтобы он писал 1024, допустим, либо весь размер. Жалко, нельзя, здесь можно...
Это скачивание всех изображений, если массово, если вам нужно их скачать. Тоже прикольно, не надо заходить, нажимать каждый линк, и вы можете выбрать либо их оригинальное изображение, ну, по умолчанию, скорее всего, вы выберете, и скачаете группу изображений. Ну, тоже супер здорово, нужно очистка имени, поддержка SVG, санитайзер SVG для безопасности, отключение ненужных форматов создания. Он видит не только то, что создается с помощью WordPress, но я вижу и от WooCommerce. И вы можете отключить большинство отсюда ненужных размеров, и он не будет создавать вам его вариации этих изображений. Ну, к примеру, смысла вам там 2 медиума, либо в WooCommerce сингл, когда это все можно заменить, особенно если вы делаете все через Bricks, и вы там назначаете. И очень надеюсь, он также подхватит и от остальных плагинов, только тут у меня нету запарка плагинов, поэтому, скорее всего, и нету большого количества. Я этого не знаю, но нужно проверять, но, скорее всего, он, если в WooCommerce увидел, нужно будет как-нибудь это проверить. Отключение больших, проверка и удаление изображений, которые вам не нужны. Да, вы можете определенные размеры, которые вы уже раньше нагенерили, вы можете просто найти их и отсюда одной кнопкой удалить. Тоже удобно, то есть вы уже нагенерили, чтобы не перегенерировать всю библиотеку, это занимает время для нагрузки. Media Trash Management, не знаю, что это такое. Да, это для безопасности, и он будет создавать корзину на определенный период времени, после чего будет удалять, чтобы если вы удалили случайно картинку, вы можете к ней вернуться. И настройки, вот когда стоят вот эти галочки, то они создаются субменю. Image Converter можете включить, конвертировать форматы WP, AIF и так далее. Как и новые, так и текущие. И привязок к URL. Давайте проверим, включим его. Включить неиспользованные изображения, проверка. Потерянные изображения, чекер, проверка на проверенные. И включить безопасные загрузки ссылками с контролем для безопасной защиты файлов и так далее, если это вам нужно. И включить первое изображение, чтобы для лучшего LCP Selective Media Preload. И здесь вы можете выбрать для кого. То есть либо для кастомных урлов. Я вот так понимаю, это нужно будет выбрать. Если вы включите, то медиа дополнение. Будут добавлены линки для загрузки для кого. А так вы можете включить это, допустим, для постов, либо страниц, и первое изображение он вам будет грузить сразу. То есть остальные будут с лазерлоудом, то есть если у вас случайно это стоит. Тоже полезно. Не знаю, как работать. Это нужно тестировать, потому что у многих это есть плагинов оптимизации, но работает не всегда хорошо с Bricks. Лучше поставить это вручную. Да, если есть динамика, в том же постах, когда грузит, непонятно, что вначале и сколько там может быть страниц, вы об этом не знаете. То, что у вас шаблоны, где не смогут добавить выше изображение, там вы можете контролировать. Остальное, конечно, нужно будет проверять. CDN, настройки CDN, включить CDN review, то есть если вы используете CDN, вы можете его подключить, тоже полезно, и URL. И отключить для админ-юзеров, то есть вы получали напрямую, тоже это супер для оптимизации. Asset Manager, вы можете добавлять, я так понимаю, увидеть то, что грузится,
и какие скрипты из стиля, и управлять ими на каждой странице и шаблонов. Ну, это замена перфматрасу и так далее. Посмотрим, как это работает. Отключить. Не залоги... Show no loaded assets. Не, это не надо. Hide admin bar, это не надо. Отключить это не надо. WordPress emoji. Это здесь у нас скрывает, если вам нужно, вы хотите скрывать админ бар контроль, можете включить и тому подобное. Интеграция с кэшем. Вы можете вручную чистить, либо автоочистка. Релевантно с плагинами кэшин конфигурировать Asset Manager, чтобы взаимодействовал с кэшем плагина. Как это работает, надо читать, изучать. Change Asset Configuration. Либо это вы можете поставить вручную, я так понимаю, и обновлять их вручную. Удалять эти стили, то, что вы удалили, чтобы они передавались непосредственно в интегратор. Надо почитать документацию, посмотреть, как это работает. Lazy Loading, если вам нужен, вы можете это включить, отключить для админов. Ну, тоже полезная функция, иногда это нужно для изображений, для iframe, для бэкграундов, HTML5 видео, YouTube видео и тому подобного. Вы можете выбрать превью ему, допустим, стандартного качества и так далее. То есть, и это все будет грузиться непосредственно. Ну, пусть оно будет. Это, конечно, все нужно тестировать, нельзя просто подать все включать, нужно сбрасывать кэш, потом проверять и смотреть, насколько это хорошо работает, и в том числе в Brix, и в самом. Вот здесь не хватает настройки отключить родной lazy loading у WordPress, который тоже есть, и он очень часто конфликтует, его нужно отключать, если мы его используем. Либо он отключает его автоматически. Использует нативно lazy loading, если он доступен. Который используют с помощью браузеров, если он доступен, то это для лучшей оптимизации. Ни у кого ранее, ни у каких плагинов это не видел. Ну, да, у браузеров есть нативная ленивая загрузка, и тут прикольно. Предзагрузку критических изображений вы можете создать, исключения добавить, ну и какую-то плавную анимацию, когда появляется изображение в виде анимации. Вот вам дополнительная анимация. Включить рендеринг, lazy рендеринг для селекторов. Проставить свои классы для родительских, чтобы он сохранял размеры и так далее, чтобы не было скачков. Да. Ага. И для чего это нужно? Ну и негатив лоудинг, если необходимо. Ну, связано с памятью и так далее. Тоже супер. И Monks Preloading. Да, это сейчас популярная тема, чтобы вы могли включить при наведении в ссылки, чтобы он уже начинал вам, если ваша ссылка наведена на этот пункт, чтобы он уже заранее начал грузить кэш этой страницы, чтобы у вас моментально это все открылось. И здесь все настройки отложенности, включить на мобильных, включить connection и как будет действовать по ховеру, если он в видении окна, то начинает грузить со всех ссылок и так далее. Браузер тоже помогает оптимизации, ну и пользовательскому опыту. Он назвал Monts Preloading со своими видимыми доработками от базовых. Ну, супер, все сохраняем. Сейчас перезагружаем. Да, здесь нет кнопки Preloading, мы перезагрузим отсюда.
Я не знаю, у нас... нужно было нам сохранить, а я не сохранял здесь. Тоже обращайте внимание. Ага. Ну, пусть будет мануал. Ставим так. Lady Loading я его тоже случайно не включил. Ну и пусть будет так. Preload. Сохранить. И перезагрузить. И здесь отображается, сколько функций вы включили. Но видите, если я чего-то, к сожалению, не включил и забыл здесь сохранить на сейв, то это плохо, и перезагрузить нужно страницу. Ну и здесь я так понимаю, здесь почему-то не отображает. Да, я ничего не сохранял, все сохранилось как и было. Давайте вернемся в безопасности, постараюсь ускорить. То есть я на сегодняшний день, наверное, не смогу показать все видео, потому что и так уже заняло час. Защита WordPress, кастомный логин вы можете настроить свой, тоже полезно это делать и передиректить на другие страницы. Включить максимальное количество попыток и насколько будет блокироваться. Cloudflare Capture вы можете включить и для каких форм она включается. От Cloudflare она классно работает, великолепно, но не везде нельзя. И вот за это огромное спасибо. Есть математическая капча, там, где нельзя ставить сторонние, там в Европе из-за ГДПР и не только. В некоторых странах запрещены ставить там дополнительные капчи от Google, Cloudflare и так далее. И можно использовать математическую, то есть на логинах, форумах, комментариях и постах. И я так понимаю, это собственная разработка, да, это супер. Вскрыть чекбокс «Сохранить меня», включить выход и через какое-то количество минут, чтобы его разлогинили, если это нужно. Не знаю, для чего это нужно, кому-то это нужно. Хорошо, когда есть, можно это, конечно, кодом сделать, чем просто поставить галочку и так далее. Чем искать свои библиотеки. Отключить доступ к HTXS, да, отключить изменения файлов все в админ-арею, через админ-арею, тоже очень полезно. Отключить изменения плагинов, темы, эдиторов и так далее. Это тоже все хорошо для безопасности. По поводу REST API. Здесь у нас два выключателя. Я помню, где-то у нас был и раньше отключить ссылку. Он должен быть вместе, чтобы его включить либо отключить. То есть в данном случае он, видите, удален, отключают. И здесь вы можете выбрать его, допустим, для не админов, если он нужно будет, либо его оставить. Многие плагины его используют, поэтому, к сожалению, не всегда вы можете отключать. Отключить юзеров. Которые подбирают имена. Отключить email, боты, которые ходят по пацам, собирают имейлы, вы можете его заместить в этот шорт-код, вам нужно будет тогда в case email, эта функция есть для этого. И включить автоматический procession, чтобы не вставлять, я так понимаю, его шорт-код каждый, и он будет работать, да, со всеми автоматическими имейлы, все, которые есть с именем mail.to, с линком mail.to, то он будет его помещать в эту ссылку. И включить защиту и сохранимся. Ой, вот это надо выключить, потому что я ничего не настраивал. Нужно сохранить. И давайте перезагрузим страницу. Далее двухфакторная аутентификация. Это супер. Вы можете ее включить.
Можно ее включить по имейлу, чтобы вам приходил код, чтобы они могли идентифицироваться, тоже очень полезно. Ну и не всегда где-то на VPS-ках он может не работать и так далее. И вы можете включить определенное либо по QR-коду, то, что через приложение, скорее всего, да, через Google аутентификатор и Microsoft аутентификатор и другие вы можете это сделать и с помощью кода работать. Это очень полезно. Ну и, допустим, вы можете безопасный режим взять 30 дней, чтобы у них не запрашивать пароли. Ну, если у кого-то есть сайты, где официальная информация, то это полезно. Ну, два варианта. Также будет скоро АТП по смс-кам, тоже большой плюс. Ну, нужно будет смотреть, с кем он будет интегрирован еще. Защита контента, чтобы можете весь сайт защитить под паролем, если вы хотите залогинить, заблокировать от искусственного интеллекта крылаутеров, чтобы они не копировали ваш контент, включить спам-комментарии, ревью, защиту, удалит URL оттуда и защита от ботов. Не знаю, как работает, нужно будет посмотреть, протестировать, отключить текст, выбор текста на сайте, если не нужно. Restrict Editor, доступ к специфическим постам, редакторов, отключить правую кнопку на сайте, если кому-то надо, отключить просмотр кода Ctrl-U, Ctrl-U, инспектор F12 нужно отключить, копипаст можно отключить на сайте, выбрать все, Ctrl-A, сохранить, отключить возможность печатать страницу и тому подобное, если это вам нужно. И применить еще это для администраторов. Не знаю, это редко, когда большинство им пользуются. Есть, конечно, клиенты, которые, у меня уникальный контент, который прямо я не хочу, чтобы люди скопировали. Кто захочет, тот это скопирует. Функционал есть, базово включили, и все, клиент доволен. Не надо заморачиваться с кодом и писать его, хотя яичко быстро напишешь, но все равно уже есть готовое и так далее. Отсутствие конфликта с другими плагинами и функциями. Находиться залогиненным, авточек, напомнить на странице ставить, запомнить меня, чтобы он постоянно сохранял, и сохранять логин, это наоборот, чтобы тебя 1 год, чтобы ты был сохраненный на сайте, чтобы тебя не выкидывало и так далее. Хорошо, может, для интернет-магазинов, для пользователей и так далее. Чтобы их не выкидывали, не вечно забывают пароли, и это большой плюс. Включить Notice Manager, давайте сохраним, и управление уведомлениями для админов, и он здесь будет вам их показывать, какие есть. То есть будет, видимо, кнопка, чтобы он не было везде, и можно было по одной кнопке их посмотреть. Последние уведомления. И защита от стейджинга. URL, аутентификация, сколько будет действовать токен, логины, и сам стейджинг. Не могу сказать, наверное, это нужно, и, скорее всего, очень нужно. Я в свое время намучился со стейджингом на плагин с помощью плагинов и с помощью остальных решений хостеров, и поэтому я их, как правило, не использую. Я использую клонирование сайтов, я склонировал его, поиздевался как могу, а потом уже готовое решение перенес и сохраняете. И не нужно переносить, если это в WooCommerce, переносить коды, пароль, заказы, заявки и так далее, то оно все поможет. Надо будет посмотреть, как это работает, не могу понять. Так, сходу время и так тратиться не будем. Давайте перейдем в white labeling. Что здесь?
Вы можете кастомизировать WordPress, админ-бар, написать welcome, шорт-кода нету, вместо whole-body можно это заменить, кастомизация админ-футер там внизу, собственно, написать, или Pythagore Studio заменить логотип, иконку, дашборд, это, и, почистить хэдклининг и так далее. Все стандартно. Страница логирования, можете свой логотип поставить, кастомизация есть, странички, цвета, фон и так далее, бэкграунда, форму кастомизировать и отключить дропдаун с выбором языков и так далее. Здесь меню тоже можно кастомизировать. Вот, можно будет включить топ-бар и менеджер, и, я так понимаю, их уже потом двигать, как вам удобно. Внутри эти нет. Да, это можно скрыть, закрыть и раздвигать по местам, как вам это удобно. И это для топ-бар менеджера и админ-меню менеджер, в том числе вот того же Брикса, добавить разделитель, как я вижу, и навести порядок как вам угодно. Либо сбросить по умолчанию, если это нужно. То есть все, что не нужно, снести вниз. Так, давайте перейдем к интерфейсу. Он тоже очень полезный. Еще минус один плагин. Конечно, бесплатно, но опять же, зачем вам создавать зоопарк плагинов? Здесь можно будет поставить Bricks, WooCommerce и этот плагин, и еще, может быть, Bricks Extra, еще что-нибудь такие. У вас будет 5-6 плагинов, и все. Включить preloader, это, я так понимаю, да, анимация на страницах вы можете создать. Отключить его в Bricks, использовать с помощью гифки и иконки, для нее прописать, это важно. Иначе ругается стилизация. То есть, если вам нужен прелоудер на сайте, то, пожалуйста, он уже готов. Ставьте и пользуйтесь. Может, на всех страницах, на homepage, либо на определенных страницах вы можете использовать и так далее. Что еще? Lazy Loader. Это прогресс-бар, как на YouTube и на Medium. То есть вы можете выбирать, чтобы он работал под загрузки. Он как лазер работает. То же самое. То есть есть preloader, есть Lazy Loader. Тоже с кучей настроек, которые вы можете использовать. Даже есть поддержка правосторонних и скрывать на мобилке. Это тоже спасибо за это очень важно. Автостат, когда есть по линку ты кликаешь, он запускает эту анимацию. И чтобы не раздражал Bricks Builder. Включить и включение Transition, который есть по умолчанию сейчас в Advanced Dimmer, но опять же вы можете Page Transition включить здесь красивую анимацию, ее настроить. Вариантов немного, но они все-таки есть. Исключить какие-то страницы, какие-то настроить, но этого более чем достаточно на сегодняшний день. Давайте вернемся к email. Вы можете включить логирование email, тоже полезная функция, и включить SMTP settings. Можно избавиться от дополнительного плагина. Сохраним. Он нам добавит какие-то, видимо, настройки. Сейчас перезагрузим. Потом к этому вернемся. Notification. Включить комментарий, включить, если ответили на email, отключить замена. Вот это нужно обязательно включать. Раздражает на администраторский пароль. Все, кто меняет пароль, постоянно присылают отключить нового пользователя email и так далее. Вот админы, и у админа можно это оставить. Notification это по обновлениям, тоже это все можно вырубать, тоже большое спасибо. WooCommerce email можно отключить вообще полностью, если вас не доставляете. И только зашить пароль, чтобы он получал по сбросу пароля. Дальше перейдем в WooCommerce. Здесь все очень интересно должно быть. Он активирован, указан. Single продукт.
Кастомизация текстов add to cart во всех вариациях и применить, допустим, вам нужно в loop применить single продуктом, либо включить динамический текст на количестве. Если вам в корзину нужна кнопка, что только 5 корзин осталось, добавьте в корзину, то, пожалуйста, вот она работает и будет динамически показывать количество товаров для повышения конверсии. Включить персонализированные кнопки текста для гостей, для залогиненных, нелогиненных. Купи опять те, которые уже покупали этот продукт, для них вы можете показать, купи again и так далее. Прикольная фича. Не всегда нужно, но вот эти функционалы, они нужно. Это решается кодом, но опять же, видите, уже это есть, тоже большой-большой плюс. И тем более, если это сейчас, я пока еще не вижу, если есть возможность импорта-экспорта, вы можете разом это все подготовить, и с установкой сайта сразу с помощью JSON это все загрузить и так далее. И для определенных категорий вы можете, видите, для книг добавить библиотеку, для вещей добавить гардероб и так далее. Это круто для всех разных цифровых категорий, download, load поставить. Это, спасибо, потому что некоторые категории там у всех либо вы всем ставите эту карту, либо у всех будут разные. И здесь типа как использовать, то есть лимитированное время осталось для скорости можно использовать и так далее. То есть в том числе и с динамикой. Сохрани PDF и тому подобного. Нет в наличии вы можете поставить. И поддерживать Gutenberg блок, и кастомный CSS класс, чтобы он кнопку стилизовал, то есть, допустим, отключал, чтобы она была не кликабельная, либо ссылку на продукт, либо скрыть эту кнопку и так далее. То есть настроек очень много. Это еще не все, сколько страниц товаров на странице, это, скорее всего, управление, когда вы управляете у вас не бриксом, а в общем, включить отзывы, если вам нужно, позволить duplicate view, это уже где-то было, но это относится, я так понимаю, чисто к WooCommerce. Скорее всего, дублируется, нужно будет уточнять разработчика. Показывать, сколько вы экономите, сколько в процентах вам нужно, тоже вы можете это отображать. Вот он, шорт-код уже готовый, и выводите его сразу там, где ему необходимо. И здесь также, видите, он шорт-кодом выводится. Здесь, соответственно, это применять к определенным страницам вы можете настроить. Если у вас вариативная цена, вы можете показывать от минимума до максимума. Вот недавно я писал код, чтобы показать только минимальную цену нужно было. И поставить впереди before, minimum, from я писал. То есть либо up to кому-то нужно. То есть это тоже все делается кодом, но опять же здесь есть по умолчанию. И отображение условий логики, то есть, например, либо только на страницах с товаром, либо шоп-пейджа, либо на сингле вы можете это использовать. Вы можете очистить ссылку вариативную, автоматически выбрать первый вариант, когда вариативный товар у вас, и обновление цены, чтобы ваша цена обновлялась наверху по классу, когда вы, допустим, выбираете какую-то вариацию, она у вас как была через дефис, также остается, показывается просто возле кнопки. А если вы хотите, чтобы верхняя менялась, то, пожалуйста, вешайте класс. Но это базовые классы в WooCommerce. Если у вас свой, можете свой указать. И указывайте, она будет вам меняться с помощью JS. И также вы можете исключить для определенных продуктов, как это отображать. И скрыть дефолтную вариацию цены по умолчанию, как она отображается.
Супер, классно, очень нужный функционал. Да, это все решается самостоятельно. Ну зачем потом разбираться? Вот у меня вот на этом сайте, если посмотреть, там порядка, наверное, 70 или 80 вариантов кода собственных, написанных и так далее. Потом в них разбираться, где какой я добавил, это прям неудобно. Где-то я их совмещал, где-то разделял, и все это не запомнится, особенно спустя 3-4 месяца, если вы вернетесь на проект, блин, это нереально вспомнить. Здесь это все под рукой. Переключение продуктов вы можете включить. Ой, куда меня выкинуло? Это я нажал назад. Я понимаю, мы сейчас... Нам нужно обновить страницу. И я сейчас вернусь сюда. Да. Включить переключатель. То есть вы можете включить лейблы, то есть вариации и разделитель между ними, допустим. Включить вариации в архивной странице, чтобы он у вас отображал переключатель, то есть свотчер. Это тоже удобно. Кто-то ищет дополнительным плагином, чтобы у вас свотчер переключался. Отображать свотчеры в фильтрах. Отключить auto-scope вариации, то есть их заблюрить, что они недоступны или перечеркнуты. Включить тулпиты, если это нужно будет, и их обозвать, как вам удобно. И их расположение тоже очень-очень-очень-очень все полезно и важно. Ну, давайте я просто пока включу, сохраню. Чекаут. Очень больная тема всех. Ну, здесь я вижу все просто, к сожалению. Ну, я думаю, что в будущем он добавит еще функционала, который просит и так далее. Так как у него само агентство, я так понимаю, они делали все это в первую очередь для себя, а потом и уже создали это все плагин. То есть они закрыли свою боль, ну, поэтому они и делают это для людей. Ну, в отличие от большинства плагинов, которые делают для пиара, думают, что никогда не занимаются разработкой и делают функционал, который, в принципе, не нужен. Когда свое агентство, это делаешь все, то, что необходимо. Включить placeholder, включить в линию checkout поля, отключить нод поле, продукт, включить изображение, если вам нужно, в товарах по умолчанию, если у вас базовый родной, но сейчас он уже работает, либо на какой-то теме. Еще раз повторю, это плагин, вот сейчас все, что мы рассматриваем, это подходит практически для всех редакторов, либо не редакторов, используется кастома. Это работает для всех, кроме вот этой вкладки BricsBuilder, которая специализируется для BricsBuilder. Ну и кастомный ордер, кнопка, ну, Pay Now, вы можете переназвать как вам угодно, то есть оформить заказ. One Click Checkout, вы можете включить кнопку сразу в Checkout, выберите продукты, включить вариацию, если это вам нужно, цену вам нужно, и сконфигурировать, как это нужно. И включить WooCommerce Direct Checkout Links. Ссылку Custom Quantity генератор. Не понимаю. Я понимаю. Это генерировать прямые чекаут страницы на чекаут с автоматической очисткой. То есть вы можете сразу же создать товары и поделиться на страницу чекаут, чтобы они, то есть WooCommerce админ может сразу с товарами скинуть на страницу чекаут, что уже конкретные товары, он сгенерирует ссылку и отправить клиентам. Это прям очень полезная функция, и я так понимаю, это создает сам только админ. Ну и делится с клиентами
не просто их список либо из корзины, а он им скидывает сразу уже готовые варианты, чтобы они могли просто зайти и оплатить. Это повышает конверсию, то есть вы создаете одну ссылку сразу в чекаут. Да, это супер, блин, круто и так далее. И, ну и здесь тоже вы можете выбирать Checkout Selection Sidebar и создавать. И обновляется по Аяксу корзина. Ну, здорово. Так, заказы. Включить страницу, ссылку на страницу в заказы, чтобы у вас она была, если вам нужно, вы можете туда зайти и эту ссылку потом перенаправить клиенту и так далее. И посмотреть вообще ее, как она выглядит, и кастомизировать. Включить кастомные статусы, добавить, если вам нужно, я так понимаю, вы можете их создать свои собственные, помимо там оплаченного, обработки и так далее. И свои колонки вы можете их отображать, допустим, если вам нужно в заказах, чтобы там отображались страны, кантри, вот страны, то, пожалуйста, вы можете тоже включить и фильтровать по ним. Ну и автокомплект, если вы продаете виртуальные товары. И здесь условия, как это все будет работать. Заказов, то есть чтобы заказы сами завершались, если вы продаете виртуальные товары. Купоны. Включить максимум скидки по купону. То есть это расширитель для купонов. Вы можете временно включить лимит, то есть на время, на неделю, на сезон, максимальные скидки по купонам. И здесь вы можете указать 0 по умолчанию, сколько вы можете создать купонов. Также включить паролем максимум купонов, допустим, там по VIP-клиентам и так далее. Вы можете создать свои роли. Вот не хватает им еще управления ролями вообще. Надо будет подкинуть идею. Включить максимум аналитики, дисконт, Analytics. Аналитику, насколько она использована по этому купону, по максимуму купон сумме. Категоризацию можете включить, real-time дисконт превью вы можете посмотреть. Ну и несколько тиров, вариаций для него. Он работает как и с обычными заказами, так и HighSpot. Это тоже хорошо. Включить автоприменение купонов по ссылке, это тоже важно. Тоже очень полезно, чтобы они нажали, и он автоматически увеличивает конверсию корзины на 25-35%. Вот URL включается. Это применение к корзине, если у вас есть какие-то купоны, клиент не знает на какие-то товары, то он автоматически уже применится. Вы можете сделать URL купон, чтобы они могли делиться уже непосредственно и отслеживать трек, откуда они пришли, и поддерживать UTM параметры. Это круто. Вы таким образом можете делать какие-то акции, люди получают скидки, вы будете смотреть откуда, брать аналитику, делать скидки, купоны по ролям пользователя, поддержка membership плагинов, здесь в данном случае WooCommerce и так далее. Богу, то есть купи один, получи другой, допустим, товар, то есть покупаешь один, второй бесплатно, и здесь пишите, какую скидку либо он получает, либо еще что-то. Для категорий можно включить, тоже увеличивает конверсию. Грубо говоря, купи один товар и получи там вот и все вариации. То есть тоже спасибо, он показывает вам вариации, как вы можете использовать. Допустим, купи одну это, получи одну бесплатно. Либо купи 2 книги, получи одну книгу, 50% книгу скидку на вторую книгу. Либо электронику, получи 25% скидку и так далее.
Первый раз клиентам дается скидка, кто первый раз за регистрацию, и будет действовать в течение 30 дней. То есть в данном случае он перекрыл еще платный плагин по скидкам. Ну и исключение, то есть на товары, которые со скидкой, включить купон Restriction, то есть кто может принять первый раз, информация, приняли и так далее. Ну, полезно, интересно. Опять 90 минут. Я сегодня закончу с WooCommerce, а Brixbuilder кастом кода вернемся уже позднее. Итак, надо будет перезагрузить страницу. Да, я думаю, откуда черное поле? Это у нас слишком длинное это. Что у нас здесь? Мой аккаунт. Удалить имя from аккаунт settings. Удалить ссылки. Ну, оптимизация. Отключить скрипты на не страницах и стили на не страницах, то есть WooCommerce. Опять же, здесь очень много оптимизации от Performance, отключить WooCommerce, фрагментация корзины, там, где, соответственно, нет корзины, либо поставить disable, да, на тех страницах, где ее нету, чтобы она отключить автоматическое обновление ее для оптимизации. Не было запросов. Disable WooCommerce статус MetaBox. Ну, много-много для оптимизации. Вот, например, блок стиля отключить для WooCommerce, WooCommerce виджеты, которые никому не нужны, и отключить предложения по маркетплейсам, отключить вот этот Connect to Your Store и любые уведомления с этой рекламы WooCommerce, которые тоже не нужны. Здесь у нас редирекшены. Если у вас пустая корзина, чтобы он редиректил на определенную страницу, если вы хотите редиректор логины на пользователей и тому подобное. Ну и имейлы отключить, WooCommerce имейлы, ну и разрешить. Что у нас тут добавилось? Вот оно, у нас можно будет переключаться на пользователей, на конкретных. Я могу посмотреть всех пользователей, просмотреть админку и страницу под определенным типом пользователя. Здесь я могу сразу перейти в логи, в медиа, плагин-менеджеры, shortcode links, имейлы и тому подобное. Ну, давайте посмотрим custom код. Здесь будет коротко. Вы можете добавлять рекламные тексты, apps для роботов, и редактировать его отсюда. Кастомный код вы можете добавлять. Я так понимаю, CSS, в header, скрипты, body, footer. Ну, здесь все просто, ничего такого нету. Опшены. Включить. Вот он когда изначально включается. И также, видите, у Брикса тоже будет эта настройка. Ну, потом перейдем. Можно будет включить White Label, я так понимаю, да. Если вы агентство и хотите называть, представлять свой плагин от своего имени, то, пожалуйста, вот вам White Label из коробки уже есть. И и отключить, если они вам его не платят. Блин, круто. То есть вы можете отключить плагины, если они, допустим, не оплатили какое-то количество, либо до какой-то даты, поддержку. То есть вы можете продавать как для поддержки этот плагин и его отключать. Да, продвинутый очень, да, это супер, блин, только вот это нужно будет заходить вручную, там, видимо, менять это, либо как это надо будет почитать, либо это может быть делать через какую-то ссылку. Блин. Вот он импортирует все настройки, вы можете их выбрать, и если вам нужно только определенные заменить, то, пожалуйста, экспорт, пожалуйста, весь сбросить по умолчанию. Спасибо за установку, чтобы он все удалил и вернул. Ну и VP Reset, если вам нужно
WordPress до базовых настроек, то есть вернуть и все почистить, все, что вам необходимо. Да, там он нам добавлял какой-то функционал, и сейчас я, допустим, в медиафайлах, наверное, он что-то нам добавил. Да, вот он создал папки, но так как у меня здесь есть другой плагин, давайте его вырубим. Ага. Деактивировать. То они, скорее всего, конфликтуют. И вот он здесь, он добавил нам то, что есть в репозитории нет. Когда было последнее обновление, первый раз установлено, то есть локально как было обновлено. То есть вся история, если вы не помните, это тоже супер. Вы таким образом можете, допустим, знать, что кто-то обновил вам плагин, и вы можете сразу сказать клиенту, вы обновили вот именно этот плагин, и после этого сайт лег. Тоже, блин, супер, спасибо. Да, и вот maintenance статус, вот он, что это значит, то есть, когда он что обновлял. Это было в плагинах. Да, мы там делали отключение, чтобы его можно было не добавлять и так далее. Что он нам еще здесь добавил? На медиафайлы давайте перейдем, в медиабиблиотеку. Вот они, категории, которые вы можете создавать. Это все файлы, создать папочку, ну, допустим, тест. Да, пожалуйста, их можно удалять, но вложенные, я не знаю, можно будет или нет. Сейчас проверим. Почему-то у меня все тут обновляется, постоянно перезагружается. Здесь можно спросить перед удалением. Вот она, эта корзина, никогда не удалять и тому подобного. Что он мне здесь еще нам добавил? Интересного ничего. Да, и здесь можно будет, он должен спрашивать перед удалением, допустим, если я перенесу сюда, да, и вот оно у меня одно изображение, пожалуйста, оно здесь есть. Все файлы, категории и тому подобного. Окей, тоже избавление дополнительного плагина, и вот он спрашивает, удалить категорию или не надо. Только постоянно почему-то время от времени какой-то глюк и перезагрузка страницы идет. Не знаю почему. Это нужно будет, скорее всего, небольшой баг. Либо конфликт у меня с чем-то. Что еще он нам мог поставить? Угу. Так. Ну, мы здесь это были в медиа с конвертером. Не, мы не были в медиа с конвертером. Что он нам здесь добавил? Что это такое? То есть вы можете конвертировать, выбрать либо WebP, либо WAV форматы. Пока рекомендую WebP. Качество, не знаю, можно будет его редактировать, сколько библиотек и какие изменены в каком формате. То есть у меня, видите, уже просто по умолчанию практически все в нужном формате. И вы можете запустить их, допустим, отсюда и почистить оригиналы, удалить оригиналы, если вы их после конвертирования. И запустить все пути изображения, конвертирования изображений. Ну, сейчас я запускать не буду. Есть настройки, автоконвертирование при загрузке, сохранять оригинальный файл и настройки, какие вам нужны максимальных размеров, средних, чтобы он их создавал. То есть вы их можете изменить отсюда. Вот оно качество вы можете изменить. То есть если вы уже где-то их обработали, можно поставить там
98, 100, потому что иначе, если у вас уже качественно, хорошо обработанное изображение и в WordPress еще его сожмет, то будет очень некрасиво. Дополнительные, если вам нужны форматы BMP, JPEG и так далее, не это исключение вы можете добавить. Ну и логи, скорее всего, от того, чего. Это вот то, что мы говорили о корзине, которую вы можете, если что, вы удаляли, будет они храниться. И, скорее всего, настроить, сколько дней будут храниться, а потом, видите, оно будет удаляться каждые через 30 дней и так далее. То есть вы будете за 3 дня еще уведомления получать. Здесь вы можете проверить, какие есть неиспользованные изображения. Как видите, он мне здесь показывает 878. И он добавляет им префикс, что перед важным уведомлением, чтобы, я так понимаю, вы могли их просмотреть. А потом вы можете удалить этот префикс, либо удалить эти неиспользованные изображения, и здесь будут логи. Как их просмотреть, эти изображения, я пока не понимаю, и как это будет работать. Ну, тоже полезно, то есть нужно разбираться, на это нужно время, и здесь логи удаления, то, чего удалили и так далее. Пропущенные медиаплинером, изображение там и так далее, если получается 404 ошибку. Ну и здесь создание безопасных ссылок для, ну, если вам нужно что-то, чтобы у вас скачивали и так далее. Безопасные загрузки. Можете экстернал ссылки, допустим, на S3 ставить, там с прокси, статистика по загрузкам, ну и сеттинги. Что у нас? Вот это мы уже это смотрели. И, наверное, он добавил все. В WooCommerce он, наверное, уже... Я не знаю, что он здесь добавлял. Ну, по функционалу там было много. Ну, наверное, в категории что-то он нам добавил. Категории. Все товары, атрибуты, отзывы. А где категории? Куда делись категории? Ну, здесь ничего не добавил. Ну, он здесь и не должен был добавлять ничего. Окей. Ну, давайте посмотрим, не сломал ли он нам сайт. Ничего не сломано, все работает и так далее. Ну, что я могу сказать? Да, опять у нас там 105 минут. Уже в следующий раз я разберу непосредственно уже под Bricks функционал данного плагина. И, соответственно, продолжу это. Ну, скажу, что я потрясен. Отличный плагин, очень много функционала, отличная концепция. То есть все, грубо говоря, Core Stack вместо пачки плагинов. То есть это один плагин с большим количеством, более 265 функций, которые разбит на модули, и включать нужно вам то, что нужно. То есть это эти все базовые модули, которые я перечислил. То есть это все выглядит просто шикарно, в том числе и с безопасностью, производительностью, оптимизацией и так далее. И кому он подойдет? Ну, наверное, для агентств, студий, для фрилансеров, которые есть не один сайт, а когда у вас десятки, конечно, у кого один сайт собственный, наверное, это сильно не нужно. Но, опять же, избавиться от многих плагинов тоже почему бы нет. И где нужно инвестировать в стек, экономить время и подписки. Ну, фрилансеры, которые делают много веб-сайтов и устали повторять одни и те же настройки. Ну, и те, кто работает с WooCommerce, ну, и с разными билдерами и так далее. То есть, вообще основные плюсы – это один плагин вместо кучи мелких. То есть, вот этот Quick Setup реально экономит время для базовой установки.
Ну и плюс у него сейчас lifetime версия, опция, платишь один раз, используешь без подписки. То есть у него сейчас действует скидка на Black Friday 50%, то есть вы можете использовать. И в зависимости от того, сколько вам нужно, то есть один на 25 сайтов, на 100 сайтов, 149, ну, либо безлимит за 299 с купоном, то есть, ну, и вы используете, плюс вы получаете, допустим, белую этикетку здесь, приоритетные запросы и 6-часовую поддержку и так далее, заявляют. Ну и клиент лицензия Experience Manager, о которой я говорил, это вот та фича, вы можете брать с клиента деньги за этот плагин. Если он не продлил вам подписку, вы его отключаете, это управляется отсюда, я не знаю, где это. И вот здесь очень много разновидностей, что включается. Функционал включается весь, но вот эти фишки для агентства, конечно, и white labeling, и клиент Experience Manager, они включаются отдельно. Ну и здесь партнерская программа и так далее. Я тоже размещу партнерскую ссылку. Если будете покупать, мне будет очень приятно, если вы этой воспользуетесь. Это поддержка нашего канала, так как мы не ведем платные спонсорские видео, и цель наша показать выгодно это. Ну и также не забывайте подписываться. Трата времени уходит, чтобы это записать, очень-очень много. Но плагин, уже не озвучивая про Bittrex, про Brix, он уже, я уже заговорился, честно говоря, устал столько времени говорить без остановки. Он уже стоит этих денег и значительно больше, сколько вы сэкономите. Ну и получите возможность. Так что это не просто еще один оптимизатор и попытка собрать все в один плагин, а реально крутой швейцарский нож, который все в себе объединяет. Ну и, как видите, цены очень-очень демократичные, доступные, с тем функционалом, который вы получите в то же время. Ну, подведем итог. То есть вы получите старт новых WordPress проектов очень быстро, управление производительностью, базовой продвинутой безопасностью, расширениями для WooCommerce и BrixBuilder, то, что вот эти дополнительные плагины, в том числе те же купоны. Ну, стоит ли брать или не стоит, решать вам. Ну, если вы делаете это регулярно и хотите сократить время на рутину, то это очень сильный кандидат. Ну, есть, вы знаете, аналог ASE, но он, опять же, поверьте, по сравнению с этим, он очень-очень слаб. Да, у него есть другие свои фишки интересные, можно будет как-нибудь сравнить, но по функциональности, конечно, это далеко. Так что мне лично в нем нравится, что это все в одном, в отличие от многих плагинов, которые можно решить. Ну и кайфово, сделано удобно. Да, есть минусы небольшие, то что тяжело сразу сориентироваться, для чего какая-то функция нету, визуала, либо каких-то скриншотов. Даже вот здесь на сайте, если мы берем там его функционал, ну, опять же, оно есть. Ну, на этом все. Если обзор был полезен, поддержите обязательно видео лайком, подпишитесь на канал. Ну и до встречи в следующих роликах. Спасибо, до свидания.